ну, опять же, продолжая ту же археологическую тему, у меня есть серия, сделанная в Древней Греции. Это, собственно, проекции, это такие видеоскульптуры, это проекции на античные вазы. Но идея в этом была, вот опять же, откапывая некие черепки с ваза росписью, скажем так, я думала, что вот у людей были возможности, вот у них был черный лак и красный лак. Значит, тайну красного лака открыли, а черный лак, химические составляющие, не открыты до сих пор. А если бы у человека... Да, еще когда гончар, скажем так, или художник, он изготовлял некую там амфору или какой-нибудь скифос, что-то, сосуд для воды, он обязательно оставлял отпечаток своего пальца с обратной стороны ручки. Вот это вот произвело на меня впечатление, что вот когда там прошло уже, я не знаю, 1000 лет, больше. И вот когда ручек очень много осталось, и на каждой ручке отпечаток от пальца. Так вот, если бы у этих людей была возможность, допустим, использовать видео или какие-то другие материалы, как бы они с ними обращались? А какой отпечаток? Может ли тогда современный медиахудожник оставить такой отпечаток? Если да, то чем бы он являлся? Мне кажется, тоже интересный вопрос. Совершенно верно. Это, я очень любила находить ручки, потому что отпечатки, ну, они похожи, понятно, что большим пальцем как бы надавливали на мягкую глину, но, в общем, это такой посыл человечеству. Как вы думаете, может ли, например, вот много обсуждали в рамках нашей архивации, да, то есть сохранять, не сохранять оригинальные технологии, то есть если работа собрана там в 2012 году, там был определенный уровень технического развития, работа повторяется в 2018, это уже, может быть, совершенно какие-то другие технологии. Вот может ли техника, вот сам вот этот каркас, на котором базируется работа, являться таким отпечатком? Или все же это не главное? Мне кажется, что это не главное. А насчет отпечатка пальцев я хочу продолжить эту тему. Ну, значит, все помнят iPhone, да, который распознает отпечаток пальцев. Вот у меня следующее поколение iPhone, а, который должен опознавать лицо. Ну, что с опознаванием лица, мы знаем, что произошло во время ковида. То есть это абсолютный провал. А вот отпечаток пальца работал лучше. Если мы говорим о том, что вы упомянули о том, что вам очень важно, скажем так, участие зрителя, да, в интерпретации работы, чтобы, скажем так, он вчитывал какие-то свои личные смыслы. А как вы считаете, вот зритель, может быть, вы замечали что-то, ну, там, вот зритель, воспринимавший вашу работу, скажем, в 2012 году и, например, вот в 2019, что-то изменилось вот в нем? Он видит там какие-то другие вещи или вот наоборот, произошла какая-то вот усталость от техники, как вы считаете? Ну, насчет зрителей этого я не знаю, я просто это не видно, это же внутри человека происходит, что какие-то такие. То есть я не заметила никакой разницы. То, что я заметила, вот сейчас 2020 год, что появилось переиспользование техники, как бы это называется искусством. Никто не знает, что такое искусство. То есть можно посмотреть на формулировку, да, но вот я по собственным ощущениям, опять же, сужу. Вот переиспользование техники ненужное. Это как плохая картина и хорошая картина, да, ну, если условно можно плохой на плохой, хорошее поделить. Переиспользование чего-то — это зло. Вот. Оно не добавляет, то есть оно не добавляет, оно, наоборот, отнимает от произведения. Но вот на данный исторический момент, мне кажется, что очень много переиспользуют. Я видел, что одна из вариаций этой работы была у вас на выставке, я целиком не помню название, но ее курировала Светлана Боем. Это была такая большая выставка, и там была вариация, скажем так, Греция, по-моему, 30-е, да? 30-е годы. 1928 год назывался, это один из объектов. Ну, да, это уже следующий этап после изначальных ваз. Это скорее такой
неоклассический сталинский период, а там проекции меняются от вазы к вазе и по форме. Это отснятые моим покойным дядей на камеру моего дедушки, 16-миллиметровую, что являлось экзотикой в те времена. Где-то в Крыму, по-моему, это было. Это бабушка и дедушка в черно-белом формате, соответственно, сидят на фоне каких-то крымских пейзажей, и то, что происходит в проекции, там фактически ничего не происходит, кроме того, что чуть-чуть шевелится там куст который, и у дедушки рубашка. И вот это такое как бы воспоминание. Ну, здесь, наверное, это больше для российского человека, там, более старшего поколения, играет какую-то роль, там, вспоминая историческую линейку, там, эти довоенные, послевоенные времена, вот эти вот какое-то ретро-советское, ну, я бы не сказала действительность, скорее там аллюзия и рефлексия на себя. То есть это такое, получается, фактически такое новаторское произведение, работающее именно с семейным архивом. Потому что я, насколько помню, вообще проекты Светланы Боем, они, в принципе, очень были... То есть большинство из них, оно было сделано про память, вот про как бы историческое, которое не отражено, да, в официальных больших нарративах. Она очень много с этим работала. А вот если рассказать о, скажем так, серии в целом, сделанной в Древней Греции, что она из себя представляет, может быть, что в нее входит, и как она видоизменялась на протяжении вот этих многих лет? Она видоизменялась, просто усложнялась. Ну, не то чтобы усложнялась, то есть разные вещи я пробовала. Сначала это были просто проекции, основанные на изучении движения Мойбриджа в начале кино, скажем так. То есть он понял, что можно разложить движение человека, животного, любого двигающегося существа на некую раскадровку. Это еще было до кино. Значит, вот там есть целые огромные тома, собственно, его изучение движения, то есть было для людей, которые хотят, потом это перешло в мультфильм, там, потом, я исторически не помню, сначала, по-моему, появилась, значит, сначала Мойбридж, сначала, соответственно, Диггер с фотографией, потом Мойбридж, потом братья Люмьер, по-моему, чуть позже. На самом деле, братья Люмьер, они не были единственными, там были еще товарищи, которые придумали это. Параллельно с Люмьер появилась анимация. И вот, значит, эти вот изучения движения Мойбриджа, они стали, собственно, учебником для аниматоров. Вот. Я взяла раскадровку прыжка «Человек бесконечно», проецируя на античную вазу, человек бесконечно переворачивается через голову. По-русски она называется «Ужинки и прыжки». То есть можно это интерпретировать в политическую сторону. Я потом сделала серию рисунков, там, человека в галстуке, который через себя переворачивается. Ну, вот в какую угодно. Либо, там, я не знаю, спортивную. Ну, например, по-английски это называлось jumping jacks. Гениальный перевод, придуманный нашей переводчицей Ириной Барсковой. Вот. Следующий этап, это была уже большая ваза, то есть я точно знаю ее параметры, это 90 сантиметров, это больше в печку не влезало. Это гидрия античная, правда, без задней ручки. Но, и на нее уже проецировался бегущий человек, то есть, опять же, это такой советско-фашистский образ, скажем так, довоенный и послевоенный. Следующая серия, она еще не вышла как бы для зрителя, это интерактивная будет штука, это некий мультфильм, опять же, на основе античных фигур, когда можно обойти вокруг вазы и посмотреть развитие сюжета. Форма вазы — это всегда была гидрия, правильно? Большая ваза — это гидрия, только она археологически неправильная, потому что у гидрии полагается, чтобы сзади ручка была, чтобы удобнее было наклонять. То есть можно тащить, а можно наклонять. То есть в Эрмитаже она выставлялась, когда были там, кажется, античные дни, это называлось, правильно?
Античные дни, она несколько, там другая проекция была, там как раз вот я раздумывала о том, что чтобы художник э, сделал, если был бы видео, возможно. Там была проекция, это был зал Геракла, а, античные дни, да, и там, значит, проецировалось, это было давно, я даже не вспомню, какой год это, вот, 2005, что ли, ну, что-то такое, а может быть и раньше, надо посмотреть. Э, Проекция была урбанистического как бы пейзажа в Нью-Йорке, в Челси, который только шел очень медленно, и это настолько гармонично совпало, собственно, с формой вазы, и вокруг стояли античные скульптуры, что я поняла, что это вот замечательно работать с этой тематикой. А если говорить вот о самой теме античности, насколько она, с вашей точки зрения, может до сих пор являться привлекательной для современного, там, в целом искусства или медиа-искусства? Так а ничего же не поменялось в человеке. Какая разница у нас есть? У нас просто есть инструменты, которые мы оперируем, а все остальное осталось абсолютно так же. Но есть какие-то социальные вещи, которые на нас давят, и сообщества, в которые мы включаемся. Ну, в общем, все те же две ноги, две руки и голова.